Здравствуйте, меня зовут Ольга, и я вас приветствую на своем канале «Плетем вместе». Это видео нарезка о плетении пингвинчика. Заново. Хочу заострить ваше внимание, что это видео не мастер-класс по плетению пингвинчика, а видео нарезка из записи эфиров, которые проходили в октябре 2020 года для спонсоров уровня плетения изделий. Если информации в видео для вас недостаточно, и вы хотите посмотреть записи эфиров целиком, то становитесь спонсором моего канала и получайте соответствующий доступ. Если с момента записи эфиров прошло более 3 месяцев, то нужен доступ в архив. Спонсорам уровня плетения изделий доступно не только участие в прямых эфирах, но и записи эфиров последних 3 месяцев, а это свыше 36 видео, потому что эфиры проходят 3 раза в неделю. Сама я физически не смогу успеть сделать перевод эфиров, и для этого надо привлекать специалиста за соответствующее вознаграждение. Поэтому перевод я смогу сделать только при оформлении высшего уровня спонсорства. Во время работы над пингвинчиком я сплела 2 пингвинчика, поэтому были сделаны выводы, что надо сделать внутренний бортик на голове, а не на теле. И так как здесь вот большая разница в плетении, я закрыла его шарфиком. Для этого пингвинчика мама тоже связала шарфик, но хорошо смотрится и просто без шарфа. Приглашаю вас посмотреть мое видео. Трубочки для плетения пингвинчика накручены на спицу 1 мм, ширина полосы 7 см. Как покрашены трубочки, можно посмотреть в видео, ссылочка сейчас появится у вас на экране. О том, как я подготавливаю трубочки к плетению, ссылочку на это видео вы можете посмотреть в описании под видео. А также в описании под видео доступно очень много ссылочек на плейлисты, на видео. Заходите в описание, смотрите. Значит, для начала о своих ошибках. Значит, сначала вот здесь вот рука плохо входит, то есть надо пошире. Крестовину я 3 на 3, но только здесь я добавляла по стоечке, по еще одной. В этой крестовине я не буду добавлять. То есть выплетаю крестовину. Так, трубочки я не наращивала. Надо было как раз до здесь на плетение. А так придется после подъема вот здесь их наращивать. Хорошо. Короче, при плетении на форме, которую я показывала, трубочки лучше вначале нарастить. Будет гораздо удобнее. Значит, крестовина 3 на 3. Плетем веревочкой. Я продолжаю плести. 8. Да, 9 ряд у меня идет. Начинаю добавлять в стык. Это мне получается нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Так, добавляю на клей. Сразу клей нанесу. Делаю ложбинку. Надо в 7 ряду. Не буду сейчас распускать. Так вот, то есть, если по форме делать, то это надо в 7 ряду даже добавлять, чтобы сделать ровными сейчас расстояние. Один ряд. А то так слишком видно, то, что вот здесь вот промежуток. Ну и еще один ряд. 7, 8, 9. Да, 10 ряд закрепляющий. И чуть-чуть выровнять вот это расстояние, сместить стойки. Вот здесь вот, чтобы поуже было. Выровнять расстояние, где одна стойка, где 2. Так как это у нас будет лицо, переворачиваю. Так, получается у меня 1, 2
И третью трубочку я просто закладываю. Трубочками поднимать надо сразу в стоечку, форму вставлять. Сейчас буду поднимать. Закрываю ряд. 2 перед, 1 за. Так, ну все. Теперь будем плести ситец. 2 трубочками. Так, видно? Видно. Поменяю сейчас, чтобы туда ушло. Достаточно проплела. Может быть, будет удобнее. Надо проплести достаточное количество рядов. Чуть-чуть готовлю уже.
Так, все, я сейчас доплетаю ряд и веревочку в 3 трубочки проплету. Плиту добавила просто стоечку, трубочку, вот, заложила и просто плету веревочку в 3 трубочки. Сначала что доделываем тело. Добавлять буду внутрь наклей. Проплету еще один ряд, чтобы все это уравнять, закрыть. И потом буду плести, закрывать розгой. Можно попробовать розгу не из 3 сделать даже, а штук из 5, потому что они же длинные, чтобы валик был. Будет как шея. Доходим. Вот закрываем ряд. Веревочки в 3 трубочки. 2 перед, 1 за. И здесь вот 2 перед, 1 за. Все, ряды закрылись. Перед стойками, потому что сейчас в розгу эти уйдут кончики. Тем более, что я хочу розгу сделать с валиком побольше. Начинаю я розгу делать с другой стороны от своих вот этих вот, потому что, чтобы при закрытии они не мешались. Сейчас они у меня закроются уже и все. Так, снимаю с нескольких. Сколько я закладываю? Гапельки делаю небольшие, чтобы их вытаскивать было легко. То есть вот загнула чуть-чуть, потому что если их большие делать, потом пальцем, чтобы сюда совсем он не ложился, пальцем вот подгибаю там, где он должен по прямой лечь, чтобы угол был прямой. И закладываю вот кусочки, обрезки. Самое главное в розге, при плетении розги, это чтобы трубочки ложились в одной плоскости. Вот здесь вот. То есть обнимали друг дружку. Вот они не друг на друга. Вот так вот. Не выходят никуда. Они выходят вот ровно рядышком. Ложатся в одной плоскости. Тогда все будет хорошо. Трубочки, я считаю, вот эти вот розга из 4 трубочек. Первая пустая, она не считается. Там 2 войдут. То есть сейчас вот у меня 4, а заложено 5 липецка. И вот начинаю, вот это вот все вниз уходит. Вот беру трубочку, которая длинная у меня. Еще и хорошо тем, что я короткие закладываю, когда начинаешь плести, только видно, какие трубочки брать. Не запутаешься. Так, конечно, вот, которая с краю идет, такую и беру. Я сразу срезаю, потому что валик будет широкий, и потом они все срезы уйдут в валик, чтобы было. Так, вынимаю сразу. Вот они с маленькими гапельками, они прям сразу раз и вынулись, чтобы они не мешались. Потому что так, и так все видно, куда заводить. Главное, что они на место зарезервировали. И там осталось отверстие. Все, вот последний я закрыла. И вот у меня осталось 5 трубочек. Теперь надо их закрыть. Готовлю, срезаю уголки, чтобы легче было проводить.
на таком же количестве стоечек, как тут. Тоже 3 на 3. И так, здесь я разводила. И еще потом надо будет добавить, чтобы развести. Так, поворачиваюсь. Ну, так удобнее, конечно, плести. Я проплету, чтобы не задевать телефон. Добавлю еще по стоечке, по трубочке. И туда подальше их. Момента вот здесь вот я и развожу. Чтобы развести получше, я вот их сначала ножницами намечу. Надо ее оттуда достать. Утяжеляю, потому что без этого я вообще не могу плести. Так, веревочка в 3 трубочки. Вот я ее уложила с другой стороны. Теперь с серединки, которая идет, укладываю 2 перед, 1 за. И последнюю 2 перед, 1 за. Вот и получается. Срезаю перед стойками. Все. Так, теперь у нас бортик внутренний. Поэтому все стоечки, они у меня совсем сухие. Поэтому я их пойду сейчас. Я намочу, потому что сухие совсем. Вот резервирую место за одну, получается, наружу. И за 2, то есть здесь получается вот отсюда вторую вставляю. И они у меня уходят туда. И повторяют
рисунок веревочки в те 3 трубочки. Поправлять надо сразу. Так, все они внутри у меня. Теперь, чтобы сделать бортик, их надо поднять заодно вверх. Также резервирую место, трубочку вкладываю, чтобы потом легко закрыть было. И по одной поднимаю вверх. И также делаю гапельку и оплетаю веревочку в 2 трубочки. Ряда 3-4. Все, доплела. Срезаю теперь за стойкой, чтобы она туда ушла. И эту за стойкой. Для того, чтобы сплести клювик у пингвинчика, он будет состоять из 2 одинаковых частей. Такой вот клювик. Я вырезала шаблон, буду крепить его на пеноплекс. Вот чуть-чуть разные плетения клювика и лапок. В этом видео я хотела бы разобраться вот с плетением клюва, лапок и крылышек. Клювик идет утолщение у него такой вот здесь, из-за того, что добавлено вот несколько стоек, поэтому такое утолщение. Конечно, беру трубочку, которая посередине будет у меня, и делаю гапельку. Вот просовываю так вот, просто чтобы трубочки там, чтобы проще было. Вот, добавила, на трубочку повесила. Когда перевернула, вот здесь вот это начало клюва будет. Трубочку, которую буду оплетать, беру и добавляю тоже вот сюда, пока сильно не затянула. И вывожу трубочку вперед под 2, их закрепляю. Здесь уже делаю оборот. Так, еще раз 2 вместе. Здесь опять оборот. Теперь прикрепляю к своему шаблону. До разведения прикрепляю к шаблону. Беру шпажки. Разводить буду при помощи шпажек.
начинаю плести ситец. Потихонечку буду разводить. И после каждого витка делать обороты обязательно. Потому что нужно, чтобы плетение догнало. Вот здесь вот по ровной шло. И вот здесь вот даже чуть-чуть форму головы выпукло приобрело. А шпажки нам дадут развести ровно. Чуть-чуть проплела. Теперь я сгинаю вот эти вот трубочки пополам. Пока далеко не ушли. И эту также. Здесь вот стараюсь, чтобы ложилась трубочка по шаблону. И вот так и поворачиваю. Так, добавляю еще шпажки, потому что на их место я потом добавлю трубочки. А сейчас, чтобы легче было плести, буду плести со шпажками. Так, перед последним плетением последнего ряда снимаю свой клювик. С формы вынимаю шпажки, трубочку сгибаю пополам, так, на три части. Вот эту вот трубочку вот так по косой срежу. На место шпажек добавлю. Так, и сюда. Так, трубочку на три части. Так, придаю объем клювику. Собираю шпажки, собираю трубочки. То есть вот он стал объемный, приобрел объем вот так вот. И перед плетением последнего ряда, чтобы спрятать все трубочки, вот я их срежу. Срезала. И перед плетением последнего ряда вот добавляю еще одну трубочку. Также оборачиваю, чтобы ее зафиксировать. Вот прячу. И плету веревочку в две трубочки.
И трубочки в виток вот убираю. И эту. Так, стараюсь. Ну и здесь тоже закрепляю веревочку. Они, чтобы сверху не видны были, а то при креплении вот чуть-чуть видно, если ситцем оставить так, срез будет виден. Ну и веревочку вот здесь вот подклею и выведу все трубочки, чтобы они внутрь вышли. Лапку я тоже делаю по шаблону. Вот у меня одна уже я сделала лапку, проклеила ее. Вот пока она сохнет, сейчас плету вторую лапку. Тоже по шаблону, только начало немного другое. Я беру 3 трубочки. Вот одну, еще одну и еще одну. И получается эти две я соединяю. И этой начинаю обмотку делать. Сразу 2 трубочек. Так, 3 хватит на мою ножку. Потом начинаю. То есть здесь-то у нас 2 заложено внутри, еще одна пошла. И я этой начинаю плести. Делаю оборот. Начинаю плести ситец. И тут тоже делаю оборот. И когда я уже начала, выравниваю и прикрепляю к шаблону. Плетение маленькое. И пальцами все время контролирую, чтобы она ложилась, обмотка, по заданной линии. Эти подтягиваю, чтобы они ровненькие были.
И здесь эту трубочку, которая доплелась, закончилась. Вот я здесь вот ее спрячу, закреплю сейчас тоже клеем ПВА. И здесь я придумала чуть-чуть по-другому лапки, потому что маленькие, чтобы вот не плести. Лапки маленькие, и можно вот просто чуть-чуть подлиннее срезать, вот, чтобы они не совсем короткие были. И они в плетение войдут. Тихо, 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 постой! Они в плетение туда просунутся, и кончики не будет видно. То есть надо вот так вот оставить, потому что здесь не собрано из нескольких, а всего по одной. Поэтому вот я подлиннее их оставляю, чтобы в плетение просунуть. А эти оставляю, ими я буду закреплять в плетении. Восемь трубочек, получается, беру, чтобы было 4 трубочки. Да. Укладываю, как она. Одну закрепили. До второй. Еще одну. То есть, получается, у меня 4 оборота вышло. Вот, с одной стороны. И с другой стороны также. Перекрыла. Ну, как вот цветочек повесила. И обмотку сделать надо. Столько же витков. 3 витка и 3 витка. Все, теперь я их подвину, чтобы они у меня рядышком были. Вот. Вот в таком положении. То есть вот у меня вышло начало. Одну я трубочку, которая вот у меня сверху, ну любую тут, по-моему, без разницы какую, а я оставляю на стойку, а это начинаю плетать. Все, укладываю. Сейчас закреплю. И здесь из-под нее, даже сначала на ней, нет, из-под нее. Вот. И пошла у меня трубочка работать. Сначала эти она плетет. Надо, чтобы она закрыла вот эту пустоту. Пусть она 3 оплетет, а потом обмотка будет. Бог с ним. Давайте посмотрим, что будет. То есть вот эту центральную и эту. Все. И пошла уже с обмоткой сюда. И эту обернули назад. Было брать 3. Вот так у меня получилось. То есть здесь у меня вот она уходит как на ситец сюда, делает обмотку и возвращается назад. Вот все. Здесь выходит сверху, поэтому раз ситец, вот он вышел сверху, здесь я и обмотку буду сверху делать. Ну, принцип плетения понятен. Теперь надо будет плести до конца.
интернет висит. Одну, получается, я закрою, а вот здесь вот одну добавлю, чтобы было чем ее привязывать. Тоже приложу. Где тут он должен быть, чтобы не очень низко. Где-то вот так получается. Такая вот эмаль для радиаторов. Лапки. Значит, лапки вот так. Где-то будут здесь. Вот я специально оставила, чтобы сейчас туда они в плетение внутрь вошли, и их будет не видно. Штуку надо то, что туда вышли. Во-первых, вывести то, что мы убрали туда, внутрь. Вот я смотрю, то есть здесь вот она ушла, оставляю вот, чтобы она зацепилась за стойку, и с этой стороны вывожу ее обратно сюда, наружу. Так будет удобнее. И затянуть тоже будет удобнее. То есть одну вывела наружу. И вторую, вот эту вот, которая тут остается, вот, я ее тоже наружу вывожу, тоже делаю промежуток, чтобы стойку обхватила, то есть за стойку. И здесь удобно получается, я вот внутри вот держусь рукой, подтягиваю. Вторую туда. Теперь теперь сделаю как стежочки. Отправляю их назад, стойки. Туда. Внутрь. Так, ну и с этим я делаю то же самое. Тоже думала, как... второе вот я сделала. Сейчас как раз закрепим. Намочу. Ну, я думаю, что все будет нормально, если намочить и прижать. Он сформируется вот так вот, правильно. Это пищевая пленка. Замотала, намочила, примотала. Так что как изнутри отсюда воздух проходит нормально, она нормально высохнет. Здесь становитесь спонсорами моего канала. Так вы сможете очень помочь мне в развитии моего канала и получить от меня огромную благодарность в виде различных бонусов, которые я предлагаю своим спонсорам. Спасибо вам за внимание. До свидания.